Эта история начиналась как миллионы других историй. Семья Колденов, устав от суеты и бесконечных хлопот шумного мегаполиса Сан-Мишуна, созрела для тихой и спокойной жизни в провинциальном городке Виллоу-Крик. Ах, если бы они только знали, что их мечтам о безмятежном существовании не суждено было сбыться. В тот самый момент, когда они впервые переступили порог дома Дюплантье. Переезд в новый дом стал для Колденов событием радостным и полным надежд. Маргарита, Ник и их 10-летняя дочь Камила въехали в дом, предвкушая новый спокойный этап жизни. Дом конца XIX века, выдержанный в строгом викторианском стиле, казался хорошо сохранившимся и при этом каким-то обволакивающе уютным. Небольшие трещины на стенах, осыпавшаяся штукатурка, паутина в углах – это все легко исправить. Мраморный фонтан, покрытый осыпавшимися листьями, встречал гостей у самого входа, словно стараясь заверить: «Добро пожаловать, здесь вам будут рады». Но стоило ли доверять первому впечатлению? Обстановка в доме осталась от прежних владельцев, людей, безусловно, интересных и, судя по всему, довольно эксцентричных. Витиеватые зеркала, кресло с бархатной обивкой, паркет, скрипящий под ногами, как будто нарочно, чтобы напомнить о давно ушедших днях. Казалось, что вместе с мебелью здесь поселился и дух былых времен. Словно в каждой трещине стены жила своя история, терпеливо ждущая слушателя. И все же никто из семьи не придал значения тому, что дом так долго стоял без покупателей. Хотя любой опытный обыватель сказал бы, это дурной знак. Колдены лишь радовались выгодной покупке и обустраивали дом. Ах, если бы они знали, какая цена ждет их на самом деле! После переезда Маргарита, талантливая художница, решила устроить мастерскую на чердаке. О, с каким энтузиазмом она исследовала это пыльное царство забытых вещей. Горы старых книг, ларцы с неизвестным содержимым, коробки, покрытые густой паутиной. Но именно эта загадочность, скрытая история дома, пленяла ее сердце и пробуждала творческое вдохновение. Вскоре чердак превратился в уютную мастерскую, где сквозь стрельчатые окна лился мягкий свет, играя на холстах и палитрах. Ник, работавший преподавателем на замене в университете Бричестера, проводил время за книгами и своими рукописями. Он устроил рабочее место в маленькой башенке с эркерными окнами, откуда открывался вид на главную улицу. Ник часто замечал, как по старинным рельсам с глухим стуком проезжал трамвай, и ему казалось, что этот дом будет идеальной декорацией для его нового романа. Камила заняла маленькую комнату рядом со спальней родителей. Она хотела обставить ее по-своему, но пока это было неосуществимо. Дом приобрели на последние сбережения, и о ремонте не могло быть и речи. Даже котенок Пуся, взятый из приюта,
с любопытством исследовал каждый уголок дома. А что же подвал? Ах, это был настоящий кладезь забытых секретов. Груды старой мебели, громоздкие шкафы и сундуки, запертые на заржавевшие замки, коробки, чемоданы, хранившие памятные моменты прошлых владельцев. Среди этого хаоса Колдены обнаружили стопку оккультных книг, на пожелтевших страницах которых были изображены загадочные символы и карты таинственных ритуалов. Также они обнаружили запыленные портреты странного мужчины с пронизывающим взглядом и еще один хрустальный шар, коих было множество в доме. Ник, увлеченный находкой, предложил оставить книги для вдохновения своих будущих произведений. Маргарите же было жутко от этих вещей. Ей не хотелось, чтобы эти вещи оставались в их доме. Но Ник настоял, и ей ничего не оставалось, кроме как уступить в этом, казалось бы, незначительном вопросе. И все-таки, как счастливы они были в тот вечер, как сладко мечтали о будущем, о маленьких ножках, которые вскоре забегают по этому дому, не подозревая, что на самом деле им уготовано. В ту ночь взгляды из соседних окон были обращены на их дом. Пара маленьких ножек действительно забегает по этому дому, да еще как. Но обрадуются ли они этому? Не думаю. На следующее утро Маргарита и Ник поднялись ни свет ни заря. Пока Маргарита готовила завтрак, Ник собирался на работу в университет. Камила, не спавшая почти всю ночь из-за кошмаров, спустилась вниз и поделилась с матерью тревожными снами. Выслушав дочь, Маргарита отправила Камилу на детскую площадку со словами, что ей нужно всего лишь развеяться и найти новых друзей, и тревоги больше не будут ее беспокоить. Как это часто бывает в маленьких городках, новоселы быстро привлекли внимание соседей. Утро еще не успело толком начаться, а на пороге дома Колденов уже стояли местные жители, готовые познакомиться. «Чудесное начало дружбы в новом месте», – подумала Маргарита, как раз достав печенье из духовки и пригласив гостей за стол. Так, за беседой Маргарита узнала, что Митчелл Бернс – капитан полиции, а его жена Долорес – судья. Эти люди с их строгими взглядами и властной манерой держаться сразу произвели на нее впечатление. У пары 5 детей, и казалось, они привыкли держать все под своим контролем. Среди гостей оказались и Уилфред с Джесселин Хейс, представители местной элиты. Уилфред, вице-президент крупной корпорации, и его утонченная супруга с безупречным вкусом представляли собой образец светского успеха. Рози, сестра Уилфреда, живет с ними и явно выполняет роль домработницы и няни. А Лиза, старшая дочь Уилфреда от первого брака, планировала продолжить отцовское дело и уже занималась подготовкой. Митчелл Бернс, ведомый своим привычным любопытством, решил разузнать побольше о новых жильцах по-своему. Уловив момент, когда Маргарита увлеченно беседовала с остальными, он бесшумно поднялся на 2-й этаж и принялся рыться в их вещах, надеясь найти что-нибудь, что могло бы пролить свет на скрытые стороны их жизни. Тем временем Камила пыталась найти друзей на детской площадке неподалеку.
Игры, качели и горки – это было ее маленькое счастье. Она взлетала все выше и выше, чувствуя, как бесконечная радость и легкость переполняют ее. «Что еще нужно для счастья?» – думала она. Долорес Бернс, неравнодушная к чужим секретам, не упустила случая, как и ее супруг. С ловкостью, отточенной годами подобного рода интереса, она незаметно заглянула в почтовый ящик Колденов. Она перебирала письма и счета, жадно выискивая среди них что-нибудь любопытное. Не заметив, как пролетело время, Маргарита услышала, как Ник вернулся с работы. Он в своей веселой манере уже поприветствовал гостей и начал травить веселые байки, которые уже давно надоели жене. Но на окружающих он произвел приятное впечатление, шутя и рассказывая истории с легкостью, которая располагала к себе. Маргарита была польщена, что Джесселин сразу проявила интерес к ее творчеству. Маргарита, вы говорите, что художница? Великолепно! Покажите мне свои работы. Мы с Уилфридом любим откроем молодые таланты. Возможно, ваши картины украсят стены нашего дома. Эти слова заставили сердце Маргариты биться чаще. Она давно мечтала о признании и, казалось, наконец-то получила шанс на успех. Ее воображение рисовало картины жизни среди влиятельных людей, в окружении, где обсуждают искусство и литературу. Ей всегда хотелось жить в таком же большом доме, как у Бернсов или Хейзов, принимать участие в светских мероприятиях и обмениваться любезностями с людьми высокого положения. Но могли ли эти люди считаться порядочными, если ни один из них даже не обмолвился о мрачной истории дома и о тайнах, что таились за его стенами? Подобно зрителям в театре, они с нетерпением ждали, что произойдет дальше, предвкушая спектакль, который вот-вот начнется. Для них семья Колденов стала лишь очередным развлечением в череде однообразных дней. В тени своих любопытных взглядов они уже гадали, кто из новых обитателей станет первой жертвой этого зловещего дома. Zanzibar.